увидеть город детства. Причем вот самого такого еще раннего детства, самого светлого. Пройтись по городу детства, вот именно напитаться этой энергией, вспомнить, где ты играл, где ты ходил в школу, это вот что-то, ну такое вот, ну правда, такое вот очень светлое, очень приятное. Повезло тем, кто может это сделать. Первый раз мы приехали в Припять после аварии в 92 году. В апреле месяце была поездка. Папа меня очень отговаривал. Ну, как он говорил, давай ты будешь помнить Припять вот такой, какой ты запомнила, вот такой цветущий, живой город. Вот мне хотелось хоть на 5 минут встать на эту землю, вернуться туда, ощутить себя в городе, который я помню, люблю. Вот именно вот вопреки судьбе, вот все равно я там буду. Да, я понимала, что, ну, конечно, город как-то, наверное, изменился. Но я была в шоке, как он изменился. То есть тогда прошло всего 6 лет, и я впервые видела, что трава может расти сквозь асфальт. И когда мы проезжали на автобусе, был объезд города, я смотрела в окно, и это был такой шок. Проезжали мимо садика. Я видела, что были выбиты окна, валялась мебель, какая-то разбитая, бумаги, там, наверное, журналы, как-то все порвано, разорвано. Вот. Я до сих пор не понимаю, зачем. Такое ощущение, что в городе кто-то, вот, знаете, как говорится, мамой прошелся. Ну, вот как все бросили, так все и осталось. Такое ощущение, что так поиграли и пошли. Только уже не вернуться. Бедненький, брошенный. Почернел от горя. Картинки. Сестрица Аленушка и братец Иванушка. План, да? Экскурсия к памятнику погибших воинов, рассказы детей из личного опыта, как мы праздновали 1 мая в детском саду, рассматривание картины «Солнечный полдень», рассказ грузинской сказки «Счастье», звуковой анализ слов, рассказывание сказки «Три поросенка», беседа о весне, чтение Агнии Барто «Веревочка», написание письма больному товарищу,
как воспитывали все-таки товарищеский дух. Да, написание письма больному товарищу. Комод какой-то, шкафчик, наверное, с игрушками. А там кроватки, вот, да. С панцирной сеткой кроватки детские. Классное, беззаботное детство. Шикарно было. Когда-то стульчики маленькие, еще сохранились столы. Вместе рисовали, читали, лепили из пластилина. Город детства — это вот как место силы, да, туда всегда, когда попадаешь, вот как-то так чувствуешь себя вот как дома, как в своей тарелке. Вот все свое, все родное, и все равно в душе хорошо. К тому, что тут все заросло, я уже почти привыкла. А я сквозь вот это вот все вижу то, что было тогда, то, что я помню, я то вижу, и я как бы смотрю из сегодняшнего дня в те свои детские дни, поэтому у меня такой даже азарт какой-то появился. Все хочу посмотреть, везде побывать, потому что уже последний раз. А там за деревьями можно еще раз смотреть здания, дома. Дома вот эти, да. С трудом. Джунгли, просто джунгли. Там, я не знаю, сохранились или нет, там такой замечательный был, площадка была детская, там паровозики, избушка на курьих ножках. Да, она металлическая была, горка была, паровозик, там да, там еще что-то было, какие-то, вот именно мы туда приходили, носились там. Да-да-да, бегали. А еще вокруг этого лесочка всегда зимой прокладывалась лыжня. Мы с семьей всегда традиционно выходили, даже папа, мама, брат и я. Вот тут мы жили. Я помню, что вот тут дорога была. Так вот, кошмар, как оно там могло так прям, как насеяно. Вот к дому можно попробовать подойти. Вот дом, где жила Ленка Ухова. А вот между ними вообще это как-то вот... Что оно здесь делает? Откуда это все здесь взялось? А может, такое высокое? Хорошая вот эта вот крошка, да, или как ее называется, вот эта, которая отделка дома-то. Смотрите, вечная. Вот дорога, я же обещала дорогу. Я не обманула, мы ее нашли. У меня есть фотография, мы перед этим садиком вот так вот стоим. После первомайской демонстрации папа нас фотографировал. Нас человек 5. Вот мы вот так вот стоим, где-то здесь, где-то здесь. Потому что за нами вот эти вот беседки садиковские. И там дальше дома, которые возле школы были. И там выглядывало, ну деревьев же тогда не было, поэтому там четко просматривалось здание школы.
В 93-м мы с мамой Мгм. зашли. Ну, тут жили вахтовики, то есть все работало, функционировало, леса не было. Так, Мгм. травка, кустики. И мы зашли, лифт даже работал, было электричество, работал лифт. Мы с мамой поднялись на наш 8-й этаж. Мы остановились возле нашей двери. И вот это вот состояние, когда ты мысленно все время сюда ходишь, и тут наконец-то ты стоишь, и вот между тобой нынешним и твоим прошлым вот эта дверь. Если до этого, до поездки, я тогда думала, думаю, если я зайду и там открыто, и там все мои игрушки, все, которые остались, думаю, что я возьму, или собачку, нет, медведя. Нет, Микки Маус мне на 8 лет подарили, шикарного Микки Мауса. Но он большой, думаю, если нельзя, он никуда не влезет. А пластинки, 12 пластинок со сказками. Я приходила со школы, включала пластинки, ложилась и слушала. Знаешь, как-то такая игра воображения, так с выражением начитанной. Я помню, стою перед этой дверью и понимаю, что вот от вот этой возможности войти в прошлое, дверь как такой символический портал, да, если я сейчас открою, и там это все есть. Времени. И я поняла, что я боюсь увидеть либо то, что там этого нет, либо вот увидеть и понять, что до этого нельзя, не то что касаться, ну желательно не касаться, не то что с собой взять. И я поняла, что это хорошо, что дверь закрыта. То есть на тот момент я не хотела бы видеть вот то, что находится за этой дверью. Я за себя, мы так, говорю, мама, пойдем отсюда. Мы тогда зашли в лифт, разревелись. Вот. А потом, конечно, да, вот уезжаешь отсюда и начинаешь опять жалеть, думаешь, как, я там была рядышком, вот можно было еще чуть-чуть и что-то еще увидеть, посмотреть, что-то. А появляешься и начинаешь бояться того, что ты сейчас увидишь. Мы что, вернемся? Давай, Куда вернемся? на 8 этаж. В 33 года не была. И, ничего нету. Так, тут стояла раздевалка. Это была большая комната. Это детская. Тут стол. Моя, да. Вот там моя кровать была, тут Сережкина. Господи, какое-то все такое маленькое-маленькое. Тут стоял шкаф. Ну, так вот дверцы открывались, а на торце я в школу играла. Знаешь, как сейчас детям продают, ну, для детей делают вот эти доски, типа школьные доски дома можно. А я брала мелки и на боковой части, вот этот торец шкафа, а он такой ребристый был. Я там, значит, кукол высажу и в школу, знаешь, к доске отвечать, надо же оторваться после школы. А наверху шкафа была большая коробка с пластинками. А тут, это нам потом, когда вторую комнату дали, а сначала мы жили только в этой. Нет, это зал, где жили родители. Но сначала, когда мы тут жили вчетвером, у нас вот там стояла, двухъярусная была сделана кровать, а вот тут стоял проигрыватель, на котором я слушала пластинки. Там стоял телевизор, магнитофон бобинный. Там взять бы то, что хотелось, и то не все можно было. Да, папа ставил мушкетную сетку. Слушай, до сих пор, 33 года.
А вот там стояла тумбочка, там были книги, и я помню тогда первый раз я достала распечатками на листе формата А4, напечатанный на машинке стихи Высоцкого. Я запомнила, меня тогда очень впечатлило стихотворение «Спасибо, друг, что посетил последний мой приют. Постой один среди могил, почувствуй бег минут». Мы приехали вот в 80-м году, а в школу я пошла в 82-м. Как раз микрорайон заселялся, сдалась новая школа. Мы жили в общежитии, рядом вот новые дома стояли, и мои одноклассники там жили. Мы выходили вместе, гуляли там до школы, и вот по этой дорожке идти меньше 5 минут. Фактически школа, вот она стоит во дворе. Мы вместе пошли в первый класс, и я помню, у нас у одной одноклассницы, у ее папы была видеокамера. И у нас была видеосъемка, он делал видеосъемку, как мы пошли в первый класс. Я помню, когда мы дружно там как-то собрание какое-то такое было, родители, дети, все вместе. Вот. И мы обсуждали, что вот у нас есть первое видео, как мы пошли в первый класс. И когда мы закончим школу вот таким вот дружным коллективом, у нас будет потом видео с нашего выпускного, и вот это вот все вместе можно будет собрать в единый фильм и посмотреть, как мы вот с таких мелких шкетов стали взрослыми молодыми людьми. Вообще, наверное, за всю мою историю самый дружный класс. Мы когда в 2013-м встретились, уже такие взрослые, что по 38 лет, мы встречались и общались так, как будто мы вчера только расстались, как будто вот мы просто продолжаем вчерашний разговор. Собрались, нас было 12 человек, приехала наша первая учительница, она в Беларуси живет, Нина Владимировна. Встретились в Киеве, сидели там на берегу речки, разговаривали, делились впечатлениями, историями из жизни, смотрели фотографии. Вот такой вот момент такого вот тихого, беззаботного счастья. Когда вот просто общаешься, и вот тебе классно, тебе хорошо. Вот оно в нас осталось. Вот мы смогли это сохранить, это действительно очень дорого. — 26 апреля это была суббота. Мы тогда еще учились, это был день занятий. Мы утром встали, собрались, я пришла в школу. И вот там во дворе, на заднем дворе, собрали, положили портфели, там построились. По-моему, вот это была наша колонна. Мы вот тут вот складывали портфели возле колонны, а тут вот выстраивались и делали зарядку. Дети, собравшиеся на зарядке, обсуждали, что на станции произошел взрыв, взорвался какой-то блок. Для детей это было, знаете, мы знаем что-то, какую-то взрослую тайну. То есть вот так вот.
А то, что взрослые с ней разберутся, это понятно. То есть у нас не было никакого страха. Внешне это все спокойно, понимаете? Природа, свежий воздух, солнышко, птички поют. Чего бояться? Угрозы же не видно. Это вот когда видно, тогда хотя бы понятно, чего конкретно бояться. А на тот момент, тем более, 4 класс, мы еще физику не проходили, ничего вы там не понимали. Такое счастливое неведение. А потом взяли портфели, зашли в школу, а школу закрыли. Выходить на улицу было нельзя на переменке, хотя стояла жара, окна не открывали. Мы все время спрашивали, откройте окна, хочется проветрить. Нельзя. Почему нельзя открыть окна, проветрить? Ну, дети взрослым виднее, мы доверяли, понимали, что нельзя, так нельзя. Учились целый день при закрытых окнах. Жара такая была, душно было очень. На 4-й уроки вообще было тяжело. А потом наш классный руководитель Полтавцев Геннадий Александрович нас собрал, сказал: пожалуйста, просьба сразу отсюда домой, нигде не останавливаясь, не играя, ни в песочке не ковыряясь. Ну, я как порядочная так сразу и пришла. Мама была на кухне, что-то готовила, я прибежала. Мама, там на станции что-то взорвалось. Ну, суббота, выходной день. Шикарная погода. У нас дача была в Чистогаловке. И мы собрались, сели в машину, поехали на дачу. Выезжая уже через мост, вот проехали, спустились, и там стоял милиционер, который нас развернул, сказал: туда нельзя. Ну, выезд из города закрыт, поэтому вернитесь, пожалуйста, в город. Но опять же, знаете, такое вот, спокойное, доверительное отношение, что, выезд, что-то произошло, выезд запрещен, в город, ладно, вернулись в город, там где-то еще прогулялись по городу, зашли в магазин, пришли домой, то есть уже на следующий день, да, начались разговоры, что будет эвакуация, было объявление, что в 2 часа. Внимание, внимание! В связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. С целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в близлежащие населенные пункты Киевской области. Все спокойно к этому отнеслись. На 3 дня там вещей собрать, а впереди был 1 май, Пасха. В общем, практически оно так получалось, что идет неделя нерабочих выходных дней. И у меня тогда родители так вот решили, что тогда едем к бабушке в Полтавскую область, как раз целая неделя, потому что выезжать куда-то тут вот в незнакомую местность на 3 дня, все равно все упирается в выходные, мы съездим, отдохнем. И мы уехали, знаете, было такое понимание того, что произошло что-то нехорошее, да, оно было. Абсолютно никак не увязывалось в голове, даже не было предположения, что это вот всерьез и надолго, да, что это, как-то вот буквально сейчас тут несколько дней там разберутся, и просто для нашей безопасности нам нужно побыть в сторонке, да, а потом вернемся, абсолютно были уверены, что вернемся. У меня даже родители не сразу пошли, вот был штаб по расселению в Киеве, да, чтобы выбирать, куда же все-таки ехать. Мы уже в августе только определились, мы в августе уехали в Кишинев. То есть я вот все это лето, и когда мне мама объясняла, что все, ты пойдешь в другом городе, в другую школу. Я никак не могла понять, как-то я не увижу своих друзей, как мы вот с детства вместе играли, и все, только что вот виделись. В школе нас, конечно, новые встретили. Знаете, тогда как-то вот тоже было очень... Воспитывалась в людях такая поддержка, да, подставить плечо, помочь. У нас в классе оказалось несколько человек припятских, из моего класса только Мишка Кузнецов.
А остальные были там из параллельных классов ребята, ну тоже там из нашей школы, вот 2 девчонки были. И мы как-то вот, да, мы так вместе и держались, но, знаете, вот это вот состояние, да, мы рядом все жили в соседних подъездах, да, дали квартиры, да, дали вещи. То есть материальные проблемы были решены. А мы смотрели выпуски, была передача «Колокол Чернобыля». Мы до последнего ждали, что сейчас же скажут, что уже можно возвращаться. Можно быть спокойно вот это все тут оставить и вернуться туда, вот где мы жили. Ну, потому что там же там нечто большее, чем просто материальное. Я помню, настолько хотелось, мы тогда обязательно все выпуски смотрели и очень хотели увидеть Припять. Показывали станцию, объясняли, какие работы ведутся, что происходит. И иногда в кадр попадала Припять, понимаете, мы вот так вот просто вот смотрели, вот увидеть, что хотя бы увидеть. Мы всегда на 26 апреля собирались, и тогда передавались самиздатом, вот как стихи Высоцкого передавались самиздатом, напечатанные на машинке. И тогда передавались также напечатанные на машинке стихи ликвидаторов, которые, вот, участвуя во всех этих работах, видя, что происходит, ну, у кого получалось, да, в поэзии выложить свой эмоциональный вот этот вот надрыв. Стихи были очень проникновенные, мы их читали, вспоминали Припять. Прикоснись к израненному сердцу города, хранящего тепло твоего утраченного детства, призрак эха, смеха твоего. Пальцами лучистыми дотронься пыльных клавиш городской души, и она очнется, встрепенется, вырвется из призрачной тиши. Темные глазницы мертвых зданий вновь людским наполнятся теплом. Город затаит на миг дыханье, когда ты опустишься в свой дом. И опять многоголосье улиц зазвучит привычной суетой, словно живы все, и все вернулись, словно он по-прежнему живой.